Все вы прекрасно знаете, что далеко не самые дорогие продукты являются самыми вкусными. То есть, например, есть разная рыба. Есть там лососи, акулы, толстолобики, все что угодно, всякая VIP супер дорогущая рыба. Но на самом деле с ней по вкусу может потягаться обычный карась. Ну или, например, корюшка, которая тоже не бешено дорогая, это вам не черная икра, грубо говоря. Но тем не менее, если правильно приготовить, получается невероятно вкусно и ничем не уступает даже более дорогим продуктам. Такая же фигня, например, с паштетами. Вот кажется, фу, куриная печень, ну серьезно, ну куриная печень, ну что это такое? А потом фигакс, и у тебя божественное блюдо, которое называется куриный паштет. Ну, мы его уже делали, по-моему. Короче, сегодня мы пойдем по карасям. Карась супер офигительный, он очень вкусен, когда жареный. И еще он офигительнее, когда он жареный и растушенный в сметане. Но делать это нужно по-правильному. Друзья, если вы вдруг забыли, я хочу вам напомнить про легендарную игру, в которую я частенько поигрываю. World of Tanks. Кстати, вы в курсе, что уже достаточно давно в World of Tanks появилась колесная техника? Когда не хочется напрягаться, выжидать и играть какими-то сложными тактиками, всегда берите колесник. Основная задача этой машины — как можно больше света союзникам и желательно не развалиться до конца матча. Самые отважные, конечно же, могут заезжать в тыл и расстреливать артиллерию соперника. Но мне лично кажется, что такая отвага, она граничит с безумием, потому что реализовать как бы можно, но очень сложно. В целом же World of Tanks сотни боевых машин, так что каждый найдет себе технику по душе. А убойный геймплей не будет отпускать до самого конца сражения. Кстати, у меня отличные новости. Совсем недавно танкам исполнилось 10 лет. И в честь этого события разработчики приготовили целый мешок подарков с 7 премиальными танками. Среди которых БТ-7 артиллерийский с мощным оружием и мощная агрессивная танкетка ТКС. А в бою можно урвать А-46 6 уровня. Спеши забрать подарочки до 12 октября. Ссылка, само собой, в описании, как всегда. Сразу расскажу вам о вранье про карасей. Каждый раз, когда я смотрю на ютубе рецепт жареного карася, неважно, со сметаной или без сметаны, какого-нибудь жареного карася, называется это так: карась без костей. Или косточки буквально растворяются. Короче, запомните, для того, чтобы кости растворились, нужна настолько агрессивная среда, что у вас кости, например, могут раствориться от лимона. Но только вот вам лимоном придется рыбу залить так, что у вас и рыба растворится. Причем рыба у вас, мясо, растворится гораздо раньше, чем там не останется каких-то костей. Единственный способ сделать кости мягче, на самом деле способов несколько, это либо автоклав, то есть бешеное давление, ну знаете, как тушенка, либо приготовление при большой температуре, но опять же рыба тогда практически расплывется. Поэтому, если вы видите где-то на ютубе: а карась без костей, кости тают во рту, ну кому вы гоните? Ничего там во рту не тает. Но если вы готовите это, жарите еще 40 минут в духовке, косточки становятся мягче. А если предварительно их еще раскрошить, то они, собственно, у вас в горле не застрянут. Но еще раз повторяюсь, вся эта тема, что кости исчезли. Вот у вас было мясо, а внутри кости. А вы так это пожарили, что кости исчезли. Кому вы, блин, врете? За счет чего они исчезли? То есть они исчезли, а мясо не исчезло. Ага, блин, сказочники. Караси у нас не потрошенные, но прежде чем их потрошить, их нужно почистить от чешуи. Вот, потому что если мы их выпотрошим, то чистить их будет неудобно. Карасики небольшие, чистятся очень быстро. Другое дело, что вы всю свою кухню, скорее всего, завалите чешуей. Начинаем чистить от головы и продвигаемся к хвосту. Почему? Потому что если мы начнем от хвоста, то вся чешуя друг в друга упирается. А когда мы начинаем от головы, то мы снимаем первый слой, и он не мешает нам уже снимать следующие. Кстати, я удивился, когда решил не выловить карася и не купить его у местных рыбаков на даче, а когда решил его приобрести с доставкой охлажденного. Я думал, что карась будет считаться каким-то деликатесом и типа дорогой рыбой. А оказалось, что карась стоит типа 120-130 рублей за кило. То есть он прям сильно дешевле всего остального, грубо говоря. Чистится один карась примерно за минуту. Секунд 30 на одну сторону. Вот так, сдираем все. И секунд 30 на другую сторону. Засирая всю кухню, само собой. Хотя, в принципе, чистка рыбы — это вообще не мое любимое занятие, потому что, конечно, все разлетается туда-сюда.
Само собой их нужно выпотрошить. То есть берем, прорезаем пузяку и, собственно, прорезаем сколько можем. Ну и вычекрыживаем. Вы все обожаете такие прекрасные кадры. Вычекрыживаем все, что можем, включая плавательные пузыри. Икра. Икра. Абсолютно другая тема. Что с ней делать, я не знаю, я не эксперт. Возможно, кто-то подскажет в комментах. Само собой, что карася мы после потрошения промываем, всякое такое. Значит, теперь смотрите, единственный способ избавиться от костей, которые застрянут у вас в горле, это карася мелко нарезать. Я смотрел очень много роликов, несколько раз сам готовил карасей, и это, короче, действительно единственный способ. То, что говорят, жарить в куче масла на супер большом огне, ну такое. Это можно сделать, но кости это совсем никак не удалит. К тому же, есть два типа костей, которые вот здесь в спинке и которые в пузяке. Пузячные кости, с них легко соскребается мясо, и у вас кости в рот не попадают. А вот спинные придется надрезать. Еще я очень часто вижу, что люди разрезают карася, то есть надрезают карася не под правильным углом. Значит, смотрите, запомните раз и навсегда. У всех рыб располагаются кости так. Вот здесь хребет. И вот, когда она плывет, запомните, все кости как бы водой зачесываются назад. То есть они как крылья у самолета. То есть здесь они идут вот в эту сторону, а после хребта здесь они идут вот в эту сторону. Собственно, сейчас вы это прекрасным образом и видите. То есть кости идут здесь назад, и здесь тоже они идут назад. Поэтому, когда человек берет карася и наслаивает его по ходу костей, я не совсем понимаю, то есть он попадает просто ножом вдоль между костей. Нет, нужно расслаивать их в обратную сторону. То есть кости идут сюда, а мы крестом их наслаиваем, причем довольно мелко. И наслаиваем спинку, и вы сейчас слышите, как расслаиваются кости. Караси у нас будут жареные, тушеные в сметане. А это значит, что горечь жабер у нас пойдет в нашу жидкую сметану, и все блюдо тоже станет немножко горьковатым, потому что у всех рыб жабры не идут ни в какое блюдо, их всегда выбрасывают. Поэтому, конечно, можно сейчас ковыряться вот там, вот чего-то там их выковыривать. Я ненавижу удалять у кого-то там жабры, поэтому просто отрезаем жбан. Тем более, что рыба-то, типа, потеряем 10 грамм мяса в голове. Да и пофиг, блин, рыба стоит копейки. Ну реально, типа 100 рублей за кило, камон. Кто-то, возможно, скажет, а чё ты сразу не отчекрыжил бошки, когда, собственно, выпотрошивал рыбу? Дело в том, что тогда было бы не так удобно просто ее вот так нарезать. То есть голова сдерживала, натягивала кожу, и эти надрезы было делать удобнее. Если отрезать голову, рыба становится жиже, начинает мясо плавать, и, собственно, тяжелее сделать такие тонкие надрезы. Поэтому в самый последний момент отрезаем жбан. Промытые караси, промытых карасей обсушиваем, ну, пускай они какое-то время полежат просто в полотенчике, в прохладе, чтобы излишняя вода из них подвытекла. Настало время лука, потому что мне кажется, что жареный лук к белой рыбе это одно из вообще наилучших сочетаний. Я, в принципе, готовлю не первый год, поэтому мне нравится следующий принцип. Во-первых, занюхивать лук. Нет, этот вроде не очень. Фиг его знает. Хотя нет, норм. Во-первых, занюхивать лук, а во-вторых, готовьте все по отдельности. То есть, если вы не уверены, что вы можете идеально там зажарить вот это, добавить это, залить этим, и у вас все это, вы профессионал, у вас все это вышло за 3 секунды. Если не уверены, сделайте все в разных, грубо говоря, латочках, и потом соедините. У нас будет стабилизированная сметана, обжаренный лучок, обжаренные караси, а потом все это соединится и потушится. И все это мы сделаем по отдельности. Учить вас жарить лук я не буду, просто берете сковородку и жарите долбанный лук.
Казалось бы, что лука было дофига. А на самом деле он ужарился, и тут будет столовая ложка лука на каждого карася, а остальное вообще растворится в сметане. Если много лука, это все равно вкусно. Если лука мало, то что вы жлобитесь? На лук, что ли, блин, денег жалко. Кому интересно, что такое стабилизированная сметана, я эту тему подсмотрел у Ильи Исааковича Лазерсона. На самом деле мега тупая тема. Тупая в плане не тупая, плохая, а типа мега простая и рабочая. Если вы запекаете что-то под сметаной, в сметане, с подливой сметаны, со сметанным соусом, то сметана от температуры у вас расслаивается. То есть она будет такими типа хлопьями. Это все равно вкусно, но выглядит, скажем так, ну, типа того. Если же ее до этого застабить, то она будет таким кремовым соусом, а вкус останется тот же. А стабится она очень просто. Обжарили немного муки, типа как бешамелька. Только вместо молока вы в обжаренную муку заливаете сметану и немножко водички. Вот и все. Перемешиваем, раздалбливаем комочки, побурлило 3 секунды, получается застабленная сметана. Ну как бешамель, только сметанный. Вот такая вот, собственно, стабилизированная жиденькая сметанка. Я не буду ее вытапливать еще сильнее, просто потому что зачем? Она там в противне еще с карасями вытопится. Ну а жарить карасей много ума не надо. Это просто соль, мука и белый перец. И достаточно много невонючего масла. То есть рафинированное, дезодорированное, обычное подсолнечное масло. А перец можно брать обычный черный, но типа к рыбе белый подходит лучше, знаете. Рыба с белым вином, а мясо с красным вином. Да херня, короче, все, жрите, что хотите. Короче, в принципе, если вы особо запарный чувак, вы можете купить упаковку, ну если не нашли чисто белого перца, вы можете купить упаковку с перемешанными разными перцами и взять оттуда немного белого, просто его отцедить оттуда по штучке. Но это если вы очень запарный пацан. А не дофига ли соли? А не дофига ли перца? Скажет невнимательный зритель. А что скажет внимательный? А внимательный прекрасно понимает, что там все это зальется еще 2 стаканами застабленной сметаны и будет не так солоно, потому что сметана-то нифига не соленая. Вываливаем в муке и обжариваем. Постарайтесь, чтобы мука засыпалась и, собственно, в прорези. Вот так, не скупимся, я навалю. Мука стоит гроши, поэтому пофиг, я прямо вот так буду окунать. Ах, да, кто-то, возможно, еще скажет, типа, а почему ты не смешал специи с мукой? Ну, по нескольким причинам. Во-первых, я, когда, что-то панирую в муке, я понятия не имею, сколько там муки налипнет. Второе, специи стоят дорого, и в муке они практически полностью растворяются. То есть ты насыпаешь, типа, 2 стакана муки, чтобы что-то панировать, туда насыпаешь несколько столовых ложек, предположим, специй, из них 90% ты все равно выкидываешь потом в мусор и понятия не имеешь, соленое у тебя блюдо, перченое у тебя блюдо или что. Поэтому, если у вас есть вот такая задача, панировать в муке и обжарить, сначала вот вы смотрите на мясо, посолите его, поперчите, добавьте все травы, тыры-пыры, а потом сверху фиганите мукой, чтобы нужное количество вкуса, соли и перца уже прилипло на мясе. То есть не нужно экспериментировать, там паприку добавляя в муку. Вы фиг его знает, сколько вы добавили, много или мало, и вообще зачем остатки паприки с мукой куда-то выкидывать.
Мне так кажется, я так думаю. Сковородочка, на нее 2. У нас 4 карася, по 2 можно будет обжаривать. На обычном масле, не вонючем, просто обжариваем. И на масло, собственно, я скупиться не буду. Да, блюдо не очень healthy. Жарятся они минуты по 3 с каждой стороны, и, собственно, масло проникает и задает хрустящую карасиную корку. Выкладываем их на наш обжаренный лук. Просто соскребаем лук в противень, разравниваем и на него кладем карасцов. Я, конечно, понимаю, кто скажет, типа, ой, вот это вот все там, перец раздолбить, стабилизировать сметану, что-то надрезать, бошки отрезать, выпотрошить, чешую счистить. Ну, типа, если вам вот не в радость этим заниматься, вот я всегда всем так говорю, если вам кулинария не в радость, я не осуждаю, просто есть такие люди. Например, у меня есть друг Жека, который говорит, если бы были таблетки, которые вот просто съел, и все, получил все питательные вещества, он говорит, я бы вообще ничего не ел. Я вот эти таблетки закидывал и жил бы нормально. То есть человек просто не любит есть. Не любит готовить, ему эта эстетика нафиг не нужна. Сделайте себе бутер с колбасой. То есть, если вам не в радость почистить рыбу, не в радость, короче, пожарить лук, не в радость вот это все замесить, не в радость вот эта красота, просто не занимайтесь этим, вот и все. Ну и заливаем сметаной, вот и все. Ставим в духовочку на 180, как подзолотились, так и норм. Ну, то есть подзолотилась сметана, я имею в виду. Ну, сколько это, типа, ну, полчасика, ну, не больше, 35 минут, в зависимости от духовки. Даже не надо включать режим гриля. Вот золотистые будут такие зашкваренки на сметане, все готово. Вот и они, собственно, караси в сметане. Если вы заметите, то сметана нифига не отслоилась, не расслоилась, не пошла хлопьями. Просто сметана заставленная. Спасибо за подсказочку Илье Исаковичу. Само собой, хрустящесть остается, но что по костям? По костям такая штука, что кости, вот эти вот, блин, горячо, которые реберные, уходят вниз, они само собой остаются, а верхние кости мы все раскрошили, и они стали, ну, за счет температуры, они стали мягче. То есть мы можем куски мяса с костей вот так, как сказать, не знаю, снимать. Хотя, конечно, они никуда не исчезли. Попробуем. Ваше здоровье. Все-таки, блин, какой же карась сволочь. То есть он вкусный, идеально сочетается с луком, идеально сочетается со сметаной. Он не лещ, он не щука, он не карп, он обладает своим вкусом. Какого хрена эта тварь такая костлявая? То есть все равно, да, ну давайте я покажу еще раз. Ладно, выкладываем его, да, и все равно нам приходится в нем ковыряться. Почему? Потому что это, блин, карась. То есть все равно нам приходится вот так вот его раскрывать. Внутри вся подлива вот эта со сметанкой. Поджаренное мясо. Нам все равно приходится его раскрывать, вынимать. Вот эти вот основные кости, мелкие-то мы разрезали, да? Но вот эти основные все равно приходится вот так вот вычекрыживать. Как же это бесит. Какого хрена он такой вкусный? И при этом тварь, мразь такой костлявый. Ну, капец вообще. И да, не советую вам это блюдо делать без сметаны и лука. Почему?
Потому что если не будет вот этой чудесной луково-сметанной подливы, которая чуть ли не вкуснее карася, ну такая же вкусная, то ковыряний будет слишком много. То есть просто пожарить карася, зашибись, он отличный, но со сливочным сметанным вкусом, и когда есть подлива, вот это вот, ладно, смотрите, вот эта вот штучка сметанная, то есть вот эта вот штуковина, это богоподобная штука, которая должна ложиться на каждый кусочек карасиного мяса. Это просто нечто. Вот эта штучка даже без карася вкусная. А с карасем, с его хрустящей корочкой, она вкуснее еще в 2 раза. Поэтому очень вкусное блюдо. Но даже несмотря на маленькие косточки, которые вот в хребте, которые мы надрезали, все равно будьте готовы повозиться. Ну, блин, очень вкусно. Для тех, кто конкретно любит эту рыбку. Кому интересно, полный рецепт со всеми граммовочками по ссылке в описании, чтобы не пересматривать видео, если захотите повторить. А с вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Блин, карась вкусный! И, сука, костлявый. Ну и, конечно, когда вам говорят, мы зальем лимоном и кости удалятся. Мы, короче, его зажарим в супер горячем масле и кости удалятся. Мы его там замаринуем и кости удалятся. Ничего не удалится. Не верьте, пожалуйста, этим людям. Максимум, что вы можете сделать, самые вот эти вот хребетные тоненькие косточки нарезать. Остальное все равно придется выковыривать. Ну, собственно, те, которые покрупнее, их уже не так тяжело выковырять. Вот такие вот куски. А с вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно, и огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Ну да, кушайте много, кушайте вкусно. Ссылка на мерч тоже там внизу. Всем пока.